Доброго всем времени суток, добро пожаловать на канал Таро Гадание Инфо. Благодарю вас за то, что вы со мной, за вашу поддержку, за ваши замечательные комментарии, за лайки, за подписки. Благодарю. Тема сегодняшнего расклада. Кому ты нравишься и почему? Для начала, девочки, делаю вашу сигнификацию. Если резонирует, вы себя узнаете, значит есть смысл смотреть до конца. Один вариант. Какая девочка пришла на расклад? Какая вы? Ведьмочка, скромная и со вкусом. Ух ты. Да. Ну, второй мне расклад подряд. Сочетание выходит. Дьявол и луна. Да. Ой, любящее сердце. Да. Знаете, в вашей жизни могла проиграться история. История любви. Какому-то принцу. Ну, принц у нас часто идет мужчина, хотел сказать, импозантный, да? Мужчина уже состоявшийся. Лакомый кусочек для очень многих. Как говорят, социально вкусный продукт. Мужчина, кстати, может быть не свободен. Может занимать должность какую-то такую значимую, материально обеспечен, в принципе интересен, может быть внешне, но это не столь важно. Уже реализованный мужчина. Так вот, вот в вашей жизни он мог встретиться, вам такой мужчина, и тут карта дьявол, луна и карта сердца. Такое ощущение, мы на вас делаем сигнификацию, то есть для вас это был мужчина, то есть какое-то наваждение, роковая любовь. А может быть, зависимость тут была по дьяволу и по луне. Не могу сказать, любовь это не любовь была с вашей стороны, но вы это воспринимали как любовь. По факту тут могло носить даже какой-то мистический характер. Он настолько, этот мужчина, как будто вот проник в вас ментально, да, повторюсь, тут могла быть зависимость такая, он мог 24/7 в вашей голове присутствовать. Манкость, сексуально притягателен он был для вас, ну, можно сказать, роковая любовь где-то. У кого-то прям желание увлекаться, желание интересоваться, да, увлечься эзотерикой, психологией. Это все пришло из-за непонятной для вас истории с этим мужчиной. Может быть, хэппи-энд тот желанный, он не случился. Может быть, вот тут в ожидании того, что как-то это все может к чему-то привести, или вы сами для себя хотели разобраться, что это было в моей жизни, кем является для меня этот мужчина, кем я для него являюсь. Вот эти какие-то вопросы, на которые нет ответа, не получили вы на этот. Может быть, это сподвигло вас, повторюсь, увлечься там психологией, эзотерика, ведьма, ведающая. У кого-то распаковка произошла, вот тут практики могут быть. В любом случае, ведьма, ведающая, дальше карта корабль и карта принц, и дальше все это. Эту историю можно прочесть, что женщина, может быть, искала ответы на свои вопросы. Может быть, нашла, но не в этом даже суть. Дело в том, что вы хотели улучшить ситуацию, в которую вы попали. Может быть, ситуацию, в которой вы оказались вместе с этим мужчиной. Да? Ой, тут какая-то такая история. При этом вы сами по себе, по луне, луна покровитель женщин, привлекательная, манкая сама по себе, загадочная для очень многих. Женщина, которая умеет любить и умеет эту любовь отдавать. Где-то вы сами непрочитанная книга. Так, дьявол на вас это что? Тут, скорее всего, вы пытались для себя разобраться с этим мужчиной. Любовь, не любовь, его отношение к вам, это всего лишь сексуальная тяга, да? Тут как будто бы вы пытались для себя определить, этот мужчина влюблен в вас, или это всего лишь, знаете, как сексуальное влечение, да? Мужчине просто как в новинку ваши какие-то отношения, или желание вас завоевать, самоутвердиться.
почему-то вот эта карта воительница, на карта дьявол, мне говорит о том, что вы не хотели быть для него легкой добычей, вы не хотели быть для него одной из, да. Тут как будто бы вы пытались по луне, ну, для вас очень важно было не просто пережить эти яркие там впечатления, эмоции, в том числе и сексуальные. Тут есть такой какой-то, может быть, опыт новый какой-то, или вы рядом с ним себя такое ощутили. Но вам этого было мало, вам нужна была любовь. Вы хотели, по крайней мере, чтобы этот мужчина видел вас не просто там привлекательную женщину, там притягательную, которая, ну, которая его телесно, да, влечет. Вам хотелось именно любви, нежности, может быть, заботы, вот чего-то такого. Может быть, вы тут где-то даже дали отпор этому мужчине, ну, в надежде на то, что его отношение, может быть, к вам изменится, в том плане, что вы не будете для него легкой добычей, одной из, да. Тут у кого-то были надежды, что, ну, новый формат у вас отношений может быть. Ну, по карте ведьмочка ведающая. Женщина мудрая, женщина умеет получать эти тайные знания и, может быть, применять их в своей жизни, да. Подпишись на канал и поставь лайк. Не стесняйся. Кому вы нравитесь и почему? Кому вы нравитесь и почему? Почему вы нравитесь именно этому человеку? Кому вы нравитесь и почему вы нравитесь? Кому вы нравитесь? Почему вы нравитесь этому человеку? Кому вы нравитесь? Почему вы нравитесь этому человеку? Кому вы нравитесь? Ух ты. Ух ты. Интересное сочетание. Сила из двух колод вышла. Могу прочесть, что очень сильно вы кому-то нравитесь, при этом этот человек очень сильно старается свои эмоции скрыть остуда, прям старается забыть, чем-то другим может заместить, вытеснить. Но вы как будто бы об этом догадываетесь. Так, и все-таки это мужчина или женщина? Прям женщина выскочила, я не знаю. Это мужчина или женщина? Тут человек, которому вы нравитесь. Сейчас, девочки. Так, я хочу посмотреть тому, кому вы нравитесь. Это мужчина или женщина? Король. Король кубка вышел у меня. Чувственный мужчина, для которого очень важно эмоционально-чувственное наслаждение. Мужчина, который очень тонко считывает там даже настроение женщин, умеет приспосабливаться в хорошем смысле, да, считывать там мельчайшие колебания там в настроении женщины, может очень тонко чувствовать. Опять-таки, этот мужчина ценит красоту во всех проявлениях, в том числе красивую женщину, по достоинству оценивает. При желании может там и серенаду спеть, и там ламбаду станцевать, да, такое. Может быть довольно-таки романтичный. Так, ну тут вот так странно как-то, вот этому мужчине вы нравитесь, но этот мужчина, тут показано карта доступность, унижение, карта клевер. Так, сейчас спрошу, о чем это. Странное какое-то сочетание. Это он
Доступность это о чем? Девочки, извините, но это такая какая-то ситуация, что в прошлом этот мужчина вполне мог, ну, знаете, у вас бы могло сложиться ощущение, что этот мужчина пытался вас использовать. То ли ну, почему-то мне так. Вот прям я задала вопрос, этот мужчина как будто бы использует женщин, и вышла ваша карта, карта вопрошающей. Смотрите, тут как будто бы карта доступность, карта унижения, карта клевер. Вы могли прочувствовать себя, знаете, одновременно. С одной стороны, он мог вам дать это ощущение, знаете, какой-то восторженный взгляд на вас, вы почувствовали себя привлекательной, сексуальной, почувствовали, может быть, рядом именно с ним себя такой, может быть, рядом ни с кем другим вы такой себя не чувствовали. Тут какое-то сексуальное прям притяжение. С другой стороны, может быть, вы надеялись по карте клевер опять-таки на другие форматы взаимоотношений, или то, что это может переродиться во что-то более серьезное. Но судя по вот этим картам, тут карта высшее я. Уж не буду тут прям на этого мужчину наговаривать, но тут чей-то эгоизм. Может, с двух сторон, как будто бы. Вот это сыграло какую-то свою роль, что почему-то, может быть, эти шансы были не использованы. Или дальше отношения не пошли. Или по высшему я, знаете, как могло быть коса на камень. Он, может, в своей голове одни форматы рисовал, планировал, при этом, ну, вы его привлекли, вы для него сексуальная, довольно-таки женщина, интересная, будоражащая. А может быть, вы посчитали, да, что я не готова в каких-то таких легких отношениях, как вам сказать, участвовать, да, дружить просто организмами. Вам хотелось, может быть, на уровне, там, не знаю, родственная душа, может, серьезные более какие-то форматы осуществить хотелось бы с ним. Высшее я. Почему-то он мог воспринять это с вашей стороны как какой-то эгоизм, да, или что-то, какую-то как планочку. Ну, то ли пытаетесь корону надеть. Но вы тоже могли это воспринять с его стороны, что по высшему, по эгоист он еще тот. Но тут что-то такая какая-то история, не знаю, проигрывается. Я не могу сказать, что люди чего-то друг про друга недопоняли, но, может быть, каждый хотел играть по своим правилам. Вот тут так. Так, этот мужчина, так, какой он? А знаете, тут очень необычная какая-то история. Как будто бы отчасти он сам может воспринимать историю с вами как мистическую какую-то, потому что это окно в иной мир. И рядом карта фея. Это что-то такое волшебное, нереальное. Мне кажется, встреча с вами, вот тут вот, она где-то, я не буду говорить правильно, полностью его изменила, но это как что-то нестандартное. Это то, с чем он раньше не имел дела, представления даже об этом не имел. Подпишись на канал и поставь лайк. Я не буду говорить тут о любви неземной, девочки, нет. Это такие какие-то эмоции, которые для него, в принципе, даже если это там, ну, там зрелый мужчина, да, или, ну, или сравнительно молодой, то все равно вот эти вот какие-то такие нежные, какие-то трепетные чувства, это как в 15-16 лет, там уже, не знаю, 14 даже, что-то такое очень поразительно чистое, когда просто хочется дотронуться рукой, да, и боишься обидеть там этого юного, уже не знаю, юного парня, а, соответственно, парень боится обидеть девушку. Вот тут какие-то такие эмоции. Может быть, даже неожиданно для себя он к вам это почувствовал. И это вот я могу это протрактовать, это как что-то очень необычное для него. Вот это вот эти эмоции он какие-то к вам испытал. Так, этот мужчина, при этом карта сила его очень к вам втянет, влечет, но тут же карта сила и карта остуда. Человек хотел бы это все как будто бы в себе погасить или внешне не показывать ни в коей мере. Я уже не знаю сейчас, как эту карту прочесть, но, знаете, тут такое сочетание. Сейчас, это что? Вот смотрите, мне почему-то в голову пришло ощущение того, что он может даже где-то показывать
насколько он востребован, насколько у него там выбор из других женщин есть, насколько он там интересен им. Может даже показывать, знаете, как специально бахвалиться какими-то победами у красивых женщин. При этом карта Арлекин это вот что-то такое нестандартное, пытается забыться, забыть, пытается не думать о вас, как будто вот такое. При этом карта предчувствия и карта леса, дальше карта сила и стратегия. Это говорит о том, что на самом деле вы догадываетесь о том, что вы на него влияете, на том, что догадываетесь, что на самом деле вы живете в его сердце. И вот это вот ощущение карты Астуда, то, что он там хотел бы, может быть, показать вам, что вы там для него не столь важны. Но тут как будто бы вы понимаете, что это с его стороны как хитрость какая-то. На самом деле сила, мне кажется, внутри вас это есть сила и какая-то уверенность даже в себе. У кого-то есть прям уверенность в том, что не зря мы с ним встретились. Он на вас оказал огромное влияние, встреча с ним, общение, да, вот эти попытки выстроить эти отношения, огромное на вас впечатление, влияние оказало, да, но на него также. И при этом вот эта карта, стратегия, вы понимаете, что этот мужчина тут что-то крутит, мутит, хитрит, пытается как-то вот тут выстроить то ли оборону, то ли как правильно момент какой-то подгадать. Вот вы воспринимаете все это с его стороны как вот какая-то хитрость, как обман и как желание где-то, может быть, даже ввести вас в заблуждение. Вот такой мужчина. На самом деле он не глупый. Давайте я посмотрю. Стратегия. Это что за стратегия он у нас тут? О чем это? Опять карта сила. Слушайте, сила с одной стороны, сила с другой стороны, сила с третьей стороны. Тут сила прям, эротический подтекст. Я правильно понимаю, это как будто вы влечете его. Что унижение? Это он вас. Смотрите, тут как интересно еще. Сила в чем? Стратегия, какую он разрабатывает. Ему хотелось бы, девочки, если он понимает, что в прошлом он мог там вас обидеть, причинить вам боль, разрушить эти отношения, то он хотел бы разработать какую-то такую стратегию, так как-то изловчиться, для того, чтобы вы вот эти какие-то унижения, может, обесценивание любви, предательство забыли. И смотрите, чтобы женщина сама проявила инициативу. Вот. Тут может быть ревность, он пытается стратегия. Я же говорю, тут может быть, тут что хочешь. Такой чудной, понятно. Стратег. Хитрая лиса. Так, такой мужчина. Кстати, может быть, после встречи с вами, общения с вами, человек больше начал задумываться или, задумываться в принципе о чем-то таком мистическом. Может, стал увлекаться эзотерикой, психологией больше. Угу. Так. Может, больше считывает, знаете, замечает какие-то подсказки вселенной. Так, почему вы нравитесь? Давайте. Именно этому мужчине. Угу. А тут, знаете, мужчина может просыпаться рано с утра и думать о том, что она мне послана небесами, да, высшие силы мне ее прислали. Она как моя вторая половинка, одна душа на двоих. Тут вот это может так считываться карта. Прям вот у него тяга такая. Потом он может понимать по тройке воздуха. Девочки, тут такой подтекст, у мужчины может быть еще одна женщина. Или у вас там может быть тоже мужчина. Потому что треугольники. Тут тройка мечей, а тут под низом опять треугольник. То есть в этих взаимоотношениях ваших с ним еще присутствуют другие люди. Может понимать, что невозможно выстроить отношения. Как бы там ни тянуло, как бы даже не хотелось с вами быть.
Но, несмотря на это, тут я даже не буду говорить, ну, почему вы нравитесь, но тут как будто бы вы, как, не знаю, проникли в его кровь, я не знаю, вот как вот живете у него внутри, как часть него. И тут карта привидения, это как, ну, может, 24/7 о вас думает, там смотрит на женщины и незримо постоянно сравнивает с вами. Где-то там сериал какой-то одним глазиком смотрит, и там актриса похожа на вас. Потом новости какие-то, тут опять какой-то поворот головы, там диктора девушки или там еще что-нибудь. Или какие-то истории. И вот все напоминает о вас. При этом, ну, нравитесь, давайте так, где-то где-то ему очень нравится то, что вы, опять-таки, вот так вот, с одной стороны, можете быть на него чем-то похожи, как будто бы разделять его взгляды на какие-то, может быть, на какие-то вещи, на какие-то взгляды на суть вещей, да, вот что-то такое. А тут также можете внешне нравитесь. Тут основное, он вас считает очень добрым, светлым человеком, который, в принципе, пришел в его жизнь для того, чтобы его жизнь изменилась в лучшую сторону. Как будто бы вы сами по себе все окружение свое можете как озарять светом, наполнять этим светом. А вот эта карта корабль, это опять-таки нравитесь тем, что рядом с вами как будто бы, ну, трава зеленее, солнце ярче, и все-таки у него всегда есть надежда на то, что если вы в его жизни появитесь, вновь, может быть, снова карта корабль, его жизнь изменится в лучшую сторону. Так, вот это вот такое странное тут дальше. Ой, карта с глаз, письмо, убеждение, треугольник. И можно даже также прочесть, знаете, если, допустим, у вас любовная история начала складываться, да, вы там залипли друг на друга, влюбились, а потом в один момент, может быть, вот как карта письмо, это как информация какая-то, карта с глаз, информация о том, что, допустим, он не свободен, или он не может выбрать вас, или тот формат отношений, который бы вы хотели с ним, невозможен, или вообще, ну, или трудно реализуем, или невозможен, да. Треугольники опять эти же. То есть, или у вас была возможность быть там второй, третий, уж не знаю какой, но явно для него не на первом месте, как будто бы не мог он, ну, не в приоритете у него, извините, не мог он то ли вас выбрать, то ли дать того, чего вы хотели. То тут вы нравитесь ему чем? Тем, что тут карта убеждения. У вас какое-то, ну, скажем так, свое видение жизни, свое видение себя в собственной жизни с ним. Скорее всего, даже то, что вы не смогли, там, не захотели с ним быть в этих отношениях, в каком-то формате, ему даже это нравится. Ну, я не знаю, даже как-то по-другому. Такие карты странные вышли. При этом первая карта хамелеон. Может быть, даже ему сразу нравилось в первое время то, что если по этой карте вы там, знаете, какое-то время вы могли молчать, не говорить о том, что вам нравится, чего вы хотите. Как будто бы вот где-то вы даже пытались подстроиться под него, может быть, первое время где-то, может быть, даже пытались как-то, ну, может быть, не открыто, но как-то завоевать, удержать его любовь. Ему тоже это нравилось, девочки. Нравилось, какая-то ваша доброта, где-то даже милосердие ваше какое-то, вот тут такое может быть. Даже если это вам получилось, это все вы себе, ну, как бы нанесли этим урон. Вы себе сами боль могли причинить тем, что, допустим, вовремя там не дали ему отворот-поворот, вовремя не сказали, меня это все не устраивает. Тут как-то, к сожалению, вот ему даже это нравилось. Первое время, вот, если это так было. Но вообще, я вам сказала, светлый, добрый человек, который всегда придет на помощь, протянет эту руку помощи, согреет, обогреет, поддержит. А карта корабль с вами, повторюсь, как будто бы надежда на лучшее все. Вот, если вы будете в его жизни, как будто бы меняется прям, повторюсь, солнце ярче светит.
Так, ну давайте еще вытяну. Так, вытяну, что? Почему вы ему нравитесь? Почему вы ему нравитесь? Еще нравитесь, смотрите, карта своеобразная, такая метафорическая. Ему нравится, что вы кайфуете от жизни, радуетесь жизни, гармоничны. Тут танец жизни. Женщина кайфует от себя, может быть, умеет радоваться тому, что в ее жизни есть. Вот это очень важно на самом деле. Вообще он видит вас довольно-таки... Тут, конечно, карты тройка мечей, это разбитые мечты и иллюзии, но судя по вот этой карте, он видит вас женщина, которая то ли восстановилась уже, наполнилась этой энергией. В принципе, такая какая-то светлая, счастливая, наполненная, может быть, тут одухотворенная уже какая-то, да, такая, знаете, женщина, которая приняла, осознала очень многое и позволила себе дальше жить счастливой жизнью. Все, мои хорошие. Кому было интересно, полезно, ставьте лайки, подписывайтесь. Спасибо огромное за то, что вы со мной. До новых встреч!